Гелевые типсы для наращивания ногтей от P&B. Gel Nail Tips Secret Weapon. Это уникальный продукт, который заменит мастеру формы для наращивания, гель, и упростит сам процесс моделирования. Данные типсы сделаны из моделирующего тонкого, но очень прочного геля. Типсы растворимы. Их можно снять не только спиливанием, но и растворением в средстве гель-ремувер, так же как мастер работает с гель-лаковым покрытием. Гелевые типсы поддаются размачиванию в ацетоносодержащих жидкостях, и это дает мастеру на коррекции выбор – пилить или размачивать их, если клиент так захочет. Если клиент пожелает сделать коррекцию на них, она производится классическим способом, уже привычным для мастера. Эти типсы имеют ряд преимуществ для мастера. Это низкая себестоимость процедуры. Для работы с этими типсами нужна только база. Возможно использование геля, но это по желанию мастера, и количество его минимально в сравнении с обычной процедурой наращивания. Сама процедура займет у мастера от 20 до 30 минут. Опил минимален. При работе с этими типсами необходимо запилить только лишь свободный край. Поверхность типсы идеально гладкая, идеально ложится на ноготь, и в контактной зоне практически отсутствует граница между натуральным ногтем, так как типс очень тонкий и в этой зоне плотно прилегает. Даже если потребуется сгладить границу, мастер всегда может воспользоваться базовым покрытием, нанеся его тонким слоем на стыке у основания типса и кутикулы. Также эти типсы просты в работе и практичны. Итак, переходим к процессу наращивания. Выполнили стандартную подготовку ногтевой пластины, убрали глянец бафом. Нанесли Nail Dehydrator, обезжириватель для ногтей. Нанесли Bond Control бескислотный праймер. Далее наносим базовое покрытие тонким слоем на натуральный ноготь и полимеризуем 1 или 2 минуты в лампе. Мы можем использовать базовое покрытие Scotch, Universal Base и Strong Iron Gel в качестве подложки на выбор мастера. Также мастер может использовать любую базу привычную, которой он работает. Крайне важно подобрать нужный размер типс под натуральный ноготь, чтобы они идеально подходили. База имеет короткую кисть, которая прекрасно грунтует поверхность и способствует оптимальному распределению базового покрытия на всей поверхности ногтя. Наносим сразу на все пальчики. После нанесения базового слоя отправляем ручку в лампу на 1 минуту. Для самой фиксации мы наносим базовое покрытие на контактную зону внутри типса, примерно 1/3 от общей длины, или наносим базу непосредственно на ноготь, и данное базовое покрытие мы не сушим в лампе. Предварительно подобрав уже нужный размер типса под ноготочек, мы прикладываем типс нужного размера, прижимаем к ногтевой пластине, немного фиксируем в лампе. Фиксация происходит от 5 до 10 секунд, после чего погружаем в лампу на 1 минуту для полимеризации материала.
Если есть необходимость, можно сгладить контактную зону с помощью небольшого тоненького базового слоя у кутикулы. База будто сливается с типсой, и границы не видно никакой. Если при приклеивании образовалась граница, ее можно сгладить тоненьким слоем базового покрытия. Заполнили промежуток, отправили в лампу. Наш ноготочек готов, имеет натуральный изгиб и готов к опилу. Можно выполнять опил любой пилочкой, которую мастеру удобно. Я рекомендую использовать пилочку 180 на 240 грит. Это мягкая пилка, которая подходит для опила натуральных ногтей и идеально пилит такой материал. Перед опилом вытираем липкий слой. С поверхности типса и переходим к опилу. Материал опиливается очень легко, так как является гелевым материалом. Из формы балерина можно сделать короткий квадрат, можно оставить балерину, а можно выпилить форму миндаль. После опила ноготь готов к покрытию гелевым лаком. Довольно быстро, просто и эстетично. Есть еще один способ фиксации данных типс. Мы уже подобрали размер, подобрали нужный нам размер. Мы можем еще другим способом прикрепить данный типс. Мы берем типс, берем базовое покрытие, в данном случае скотч, наносим на контактную зону, где-то на 1/3 нашего типса. Наносим базовое покрытие вовнутрь и прикладываем непосредственно к ноготочку. Немного фиксируем в лампе. Далее мы отправляем на просушку в лампу досушивать наш типс. И отправляем в лампу на 1 минуту. Сглаживаем контактную зону базой скотч, нанеся буквально немножечко на поверхность, сгладив вот этот переход. Засушиваем в лампе 60 секунд. Переходим к следующему ноготочку. После примерки наносим небольшое количество базы вовнутрь. И прикладываем к ноготочку. Фиксируем в лампе несколько секунд. Помещаем вовнутрь небольшой слой базы и прижимаем к ноготочку. Фиксируем. И еще один ноготочек. Переходим к нанесению. Помещаем вовнутрь базовый слой. Прижимаем. И фиксируем в лампе. Отправляем в лампу досушиваться всю ручку. Для работы с типсами не нужно уметь моделировать ногти. Не нужно тратить много времени на установку шаблонов. Именно на этом этапе, как правило, мастер теряет много времени. Если клиент пожелает дорастить один сломанный ноготь, он ничем не будет отличаться от натурального, так как имеет максимально естественный изгиб и максимальную тонкость, как натуральные ногти. Также типсы дают скорость в работе для мастера и для клиента. Наращивание одного ногтя занимает от 1 до 2 минут. Типсы сразу можно покрывать гелевым лаком и не нужно опиливать поверхность.
Себестоимость процедуры очень низкая. Для работы с гелевыми типсами нужна только база. Да, в данном случае сегодня мы будем использовать скотч-базу, но можно использовать любую другую базу, которая есть у мастера. Возможно использование геля, но это тоже по желанию мастера, и его количество будет минимальным в сравнении с обычной процедурой наращивания. Процедура займет у мастера от 20 до 30 минут. Опил данных ногтей, которые выполняются, будет минимальным, потому что типс имеет гладкую поверхность, и базовый слой, который будет наноситься в зону кутикулы, в контактную, он полностью будет сливаться с гелевым типсом, и опила поверхности мастера не будет вообще. Мастер будет опиливать только лишь зону свободного края. Зона свободного края пилится очень быстро и легко. Это не жесткие типсы, это очень такой пластичный материал, который пилится в одно мгновение. То есть занимает несколько секунд опил данных типсов. И эти типсы дают мастеру огромную скорость в работе. Наращивание одного ногтя занимает от 1 до 2 минут. И типс можно сразу покрывать гель-лаком. Не нужно их бафить, можно сразу наносить гель-лак на поверхность ногтей. Для клиента есть масса преимуществ. Первое – это то, что ногти, наращенные гелевыми типсами, они очень тонкие, их не отличить от натуральных. А с точки зрения практичности, с обратной стороны ноготочек, он всегда чистый, он не окрашивается в процессе носки. Ну и клиент, соответственно, оценит скорость наращивания и будет постоянным клиентом мастера, потому что услуга для него уникальна и занимает в 3 раза меньше времени, чем обычно. Ну и легкость данных типс тоже является основным преимуществом, потому что в процессе носки эти типсы, они неощутимы на руке. Клиент их не чувствует. Выполняем опил пилочкой. Для покрытия мы будем использовать гель-лак номер 182 из серии Starway. Можно покрыть в один слой, можно в 2 слоя покрыть. В один слой будет видна как раз прозрачность ноготочка, что тоже очень красиво смотрится. Наносим топ Protect Glow.
Клиент оценит скорость наращивания и будет постоянным клиентом мастера, потому что услуга для него уникальна и занимает в 3 раза меньше времени, чем обычно. Также типсы имеют легкость. Они неощутимы на натуральных ногтях клиентки. Они практически невесомы.